Так, друзья, сейчас я въезжаю в самый такой богатый район Калифорнии. Это район Пало-Альто, Стэнфорд и иже с ними. Здесь находятся штаб-квартиры самых известных компаний, самых богатых компаний, таких как Google, Apple, Microsoft, Nvidia и многих других. Так что буду заезжать к ним ко всем, фоткать, гулять по их кампусам там и всему остальному и делать об этом репортаж. И первое, хоть уже ночь, но еще успеваю на визит в Google штаб-квартиру и посмотреть, как у них там все устроено. А пока меня встречают вот такие вот андроиды. И вот виднеется там уже Google. Ну, давайте заглянем, посмотрим, что они тут предлагают. В общем, тут ничего удивительного, просто большой магазин гугловских телефонов и аксессуаров. Вот такое кафе тут у Гугла. Короче, я немножко разочарован, потому что весь Google Experience это просто, по сути, магазин гугловских телефонов и кафешка с обычными бутербродами и кофе. Вот такой вот Google Experience целый, который надо было проехать в целый Пало-Альто штаб-квартиру, чтобы испытать. Так вот приходится подсвечивать Microsoft, потому что он весь в темноте, чтобы снимать по ночам. В штаб-квартиру и центр для посетителей Microsoft я приехал уже, когда все было закрыто, но видно, что в принципе там есть, по крайней мере, где людям посмотреть на что. Сама штаб-квартира тоже очень прикольная. Есть пляжный волейбол для сотрудников, где поиграть можно. И даже я там заметил футбольное поле. Что я хотел сказать, друзья. Калифорния безумно дорогая и какая-то очень неприспособленная для арвишников, для туристов. Сейчас заправляю воду чистую и уже слил грязную воду. Вот соседи тоже готовятся сливать. И за это дело мне пришлось заплатить $10 за въезд в государственный парк и $10 за слив. То есть всего $20. И это не предел в Калифорнии. В Калифорнии я видел обычные места для слива, $25-30 стоят. И найти их тоже не так уж и легко. То есть мало того, что таких мест мало, платить по $25-30 за один слив, я такое вижу первый раз. Вот сколько я штатов пересек. Такого никогда не было. Обычно заправки и другие бизнесы делают слив вообще бесплатно, чтобы люди приезжали к ним, тратили деньги, там, заправлялись бензином, кушали и так далее. И вот вам слив как бы как такой вот магнитик, чтобы к нам приехали. Здесь $25-30 за один слив, которых и так мало. То есть такое чувство, что вообще хрен найдешь, где эти вещи, а если найдешь, то плати по полной. Ну все, под завязку можно закрывать и ехать. Но прежде чем я отправлюсь в путешествие, заехал в супермаркет Costco и сейчас покажу вам, что я обычно покупаю в дорогу. Пройдемся, посмотрим, как оно выглядит. Costco на самом деле очень неплохая сеть супермаркетов, где очень
бюджетненько можно купить достаточно качественные вещи. Чтобы попасть внутрь, мне надо будет показать им свою карточку членства. Куплю свои любимые кексики с маком за $7. $2 за бананы. Куриная грудка. Молоко. Чувствую себя обычным нормальным человеком, выбравшимся в магазин. Сыр. Сыр. $5 за, ну, по сути, за килограмм. Еще одна причина, почему здесь так дешево, потому что на кассе вы сами себя обслуживаете. То есть просто сами сканируете, сами платите, и не нужно кассиров. Ну, получилось $30 за все. Ну вот, затарились немножко, можно ехать дальше. Итак, друзья, сейчас я приехал в парк города Санта-Клара, где прямо за забором, вот здесь вот, видите, вот я тут припарковался в небольшом парке, но прямо за забором находится корпоративный штаб-квартира Apple, которую я хочу поснимать с дрона. Естественно, прямо на территорию заезжать нельзя, залетать, но если подняться достаточно высоко, то ее можно увидеть сверху. К сожалению, больше в городе нигде нету каких-то высотных зданий, чтобы посмотреть эту штаб-квартиру, и внутрь тоже пропуск заказан, поэтому единственный вариант — это дрон. Естественно, все это через разрешение FAA, потому что здесь в радиусе аэропорт, то есть мне нужно получить разрешение и не подниматься выше 400 фитов. Захожу в программу авторизации, делаю на 15 минут себе запрос вот с таким вот радиусом, и 350 фитов максимум выставляю высоту. Submit. И проверяем, что мой полет авторизован. Take off. Home point updated. А вот и Apple. Заодно можно поснимать и город, и окрестности вокруг. Не только Apple, но и сам городок тоже очень красивый. Все, пора садиться. Ну что, Apple отсняли сверху, теперь надо подъехать к самому зданию и посмотреть, что же у них там для посетителей уготовано. Погнали туда. Ну вот он, Apple'овский центр для посетителей. Все в стекле и все пусто. Все распродали. В общем, по сути, это обычный Apple Store, обычный магазин Apple, только чуть-чуть побольше. И здесь делают немного воркшопа, типа там, как снимать лучше фотографию, как пользоваться телефоном, да и в принципе все остальное как в обычном магазине Apple. Ничего интересного. Но здесь есть второй этаж, куда можно подняться.
и посмотреть сверху на штаб-квартиру Apple в том числе. Вот такое все беленькое, футуристическое. И мы попадаем на крышу. И в принципе, отсюда видно вот кусочек этого их летающей тарелки. И все, вот чуть-чуть буквально. Короче, вот этот вот макет, который здесь есть, с помощью iPad можно реально посмотреть, как выглядит их здание, штаб-квартира. И даже поменять время дня и ночи, посмотреть, как он меняется. Так. Вот можно купить кружечку Apple за всего лишь... Сколько тут? О, $25. Недорого. Прикольно, тут для инвалидов датчики стоят, можно просто помахать. И дверь открывается. Ну все. Apple, в общем, тема понятна. Очередной магазин с майками по $30. Осталась еще одна компания, самая дорогая на сегодняшний день. Подсказка. Стоит она $5 триллионов. 5 триллионов долларов. Почти как вся Япония ВВП. Если не больше. Это, конечно же, друзья, Nvidia. И сейчас я направляюсь к ней. А вот тут работники Apple развозят их на автобусах по своим квартирам, по домам. Вот так вот все организовано. Гастарбайтеров развозят. А вот и офисы Nvidia. Вот, друзья, тут офисы работников Nvidia. Все уже ушли, видимо, по домам. Но чувствуется вот богатство прям в каждом этом маленьком офисе. Чувствуете? На самом деле Nvidia это не одно и не два здания, это целый комплекс сооружений, которые находятся рядом, и соединены они между собой вот такими вот мостами, одно с другим. И мосты идут прямо через улицу, прямо через шоссе, так, чтобы можно было попасть из одного офиса в другой, просто прогулявшись. Естественно, все вокруг по периметру закрыто и только по пропускам. Только что зашел к Nvidia, я уже не стал там снимать с ними, но на ресепшене мне сказали, никаких центров для посетителей у нас нету, все только по записи, никаких футболок, маек и других подарочков тоже нету, а за видеокартами ищите в интернете, в общем, сами, что хотите. Так что такая себе закрытая контора. Я так понимаю, они еще не привыкли к тому, что они самая богатая компания и не знают, как себя вести, в отличие от таких мастодонтов, как Apple, Google и Microsoft. Вот и закончился, друзья, этот безумный день. И где его можно встретить лучше, чем как не на берегу океана в Калифорнии. Тихий океан, тихий вечер, много эмоций, много обработки фотографий за этот день. Надеюсь, у вас тоже день был хороший. Надеюсь, скоро увидимся. Пока-пока.